Привет, ребята, с вами я, Фикскрак, и сегодня я покажу вам топ-15 самых крутых клиентских модов для Майнкрафта. Погнали! Первый мод у нас Better F3. Это очень полезный мод, если вы часто открываете F3. Обычно F3 скучно, белое и непонятно. А если мы откроем это, то оно на русском языке но разделение есть, так что это очень хороший мод клиентский. Следующий мод у нас Bind Commands. Мы можем забиндить какую-то команду на что-нибудь. Ну, к примеру, вот RTP, я могу нажать двоечку, и у меня будет RTP. Полезный мод. Следующий мод у нас Capes. Позволяет нам носить плащи без лицензии в Майнкрафте. Пока что у меня нет плаща, но он скоро будет. Готовьтесь. Сейчас его нет, но если вы начнете пользоваться этим модом и поставите его в файлы, то он у вас будет. Следующий мод у нас Fast Qt, 4. Он очень полезный для слабых компьютеров, ну и для мощных тоже, если есть нетерпеливые ребята. Можем вот так вот выйти быстро, и все, и даже не надо ждать загрузку. Ну, как бы она загружается, но интерфейс не блокируется. Следующий мод у нас Health Indicators. Я советую вам настроить вот здесь цифры. Здесь есть динамические, сердечки и цифры. Цифры, мне кажется, лучше всего мы можем найти какого-нибудь моба. Да, сейчас будем искать моба на видео, когда я его снимаю. Вот, найти какого-нибудь моба, и мы видим его хп. Вот, очень полезный для всяких промашеров и для тех, кто собирается с мобом. Так. Следующий мод у нас это Immersive Storms. Минуточку, мы должны еще второй мод поставить, потому что Immersive Storms никто не запускает без Particle Rain. Это дает нам вот такой вот обалденный прекрасный дождь. Кому нравится, тот прикольный. Так, следующий мод у нас Krypton. Он снижает пинг. Если вы играете на серверах и часто у вас подлетает пинг, то лучше вам скачать этот мод, и всего этого не будет. Это вот один из самых прикольных модов. Следующий мод у нас это Malilив. Но мы его не будем, потому что это библиотека вообще. И скачайте ее на всякий случай. Следующий мод у нас мод меню. Без этого мода у вас вообще не появится вот эта менюшка, и вы не сможете ничего настроить. Обязательно. Вот это вот самый первый скачивайте. Следующий мод у нас Modern Killstreaks. Смотрите в левый верхний угол. Там видно КПС. Вот я могу много делать. И, на разных кнопках. Вот там видно еще клавиатуру. Вот смотрите, вот как я сражаюсь, к примеру. Видно все вообще. Следующий мод очень полезный для PvP-шеров. Следующий мод у нас Motion Blur. Сейчас он у меня выключен. Вы, возможно, знаете, что он делает, но я все-таки скажу. Вот сейчас у меня обычная картинка, вот 154 FPS. Короче, вот так. Если я построю сейчас Motion Blur, смотрите. Motion Blur ставим 60%. Посмотрите, какое теперь вот это все. Я сделаю еще со свыше, потому что у некоторых могут быть экраны. Неважно. Сделаем под 90. Смотрите, какой эффект. 90 это перебор, я думаю. Конечно, это перебор. Но это это иногда это не полезно, но это визуал, это красиво. Следующий мод у нас это Picture Mode. Это один из моих фаворитов, потому что можно просто делать вот так вот, посмотреть камеру, можно смотреть на себя, смотреть на других, наблюдать за кем-то, проходить сквозь Нет, нельзя. Можем менять фильтр, вот делать вот такой туман, вот такое, 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 вот такое. Короче, все можем делать. Вот. Следующий мод, это очень полезный мод, потому что можно наблюдать за миром и делать скриншоты, что самое главное. Следующий мод, как бы является читом, если играть на серверах, но если в одиночной игре, как я это делаю, с этим модом, обычно я его выключаю, когда захожу на сервера, то у нас есть вся инфа про то, куда сейчас полетит объект, который мы выпустили. Вот возьмем трезубец, не забываем арбалет и лук. Смотрите, эндер жемчуг. Заряд ветра. Трезубец. Вот сейчас я с арбалета попаду в это яблочко вот этого дерева. Вот.
с лука сейчас попаду туда же. Ну, это, конечно, не скилл, это я. Сейчас с кости попаду вон туда. Не попал. Так, дальше смотрим. У нас дальше идет мод, реплей мод. Вы можете снимать, запоминать свои вернее, не вы, а игра. Вы можете записать сначала запись, а потом смотреть, вот, ну, типа вот так, смотреть и видеть, как вот тут портал чинят. Вы можете записать сверху вид, как вы штурмуете здание друга. Это очень полезно. Следующий мод у нас скриншот галерея. Очень полезный мод, вы можете увидеть вообще буквально все свои скриншоты и также удалять их. Много. Следующий, да, удалять, выделять и все с ними делать. В общем, управление скриншотами. Следующий мод у нас шалкер бокс толтип. Мы можем видеть, что в шалкере. Берем, к примеру, шалкер оранжевый, засовываем в него что-нибудь. Все. Ломаем, берем, нажимаем Shift, зажимаем и видим все, что в нем. Ладно, все. Смотрим дальше. У нас есть мод Simple World Downloader. Смотрите, мы можем играть на сервере, заметьте заплеваченную базу, куда не попасть. Скачать этот мир вот так. Обязательно мод меню скачайте, а то ничего из этого не получится. Вот. И просто нажимаем Save. У нас в мирах появится сервер, в котором вот уже без проката, без модов, без плагинов, ну и с модами, кому как, зайти в базу и посмотреть, стоит ли ее грабить, не стоит ее грабить. Так, следующий, Sodium. Ну, просто повышает FPS и делает вот такие вот настройки графики. Более расширенные, естественно. Все. Следующий мод у нас, вот это, если что, не клиентский мод, так что он не входит, это просто мой мод. Ну, не мой, а... забить. Higher Minimap. Справа в верхнем углу есть вот такая вот мини-карта. Вот, смотрите, вот я сдох, и мне показывает, где я сдох. Если я снова сдохну, мне уже показывает 2 места, где я сдохну. Мне показывает мобов, игроков, мне показывает вообще все. Я могу ставить еще дополнительные точки, чтобы не потерять свой дом, например, в каком-нибудь хардкоре. Следующий мод у нас последний. Zoomfity. Мы можем приближать, как это делают в Optifine, но без Optifine. Мы можем смотреть океаны, что внутри. Корабль. Вот. Если бы не зум, то мы бы его не заметили. А так мы видим этот корабль. Полезный очень мод. Особенно для тех, у кого нет Optifine. У меня его нет. А что ж, моды закончились. Это был Fixcraft. Подписывайтесь на канал. Тому, кто понравилось, тот молодец. Пока.